Всем привет, это Пура Вида с Настей. Наверное, самый популярный вопрос, который мне задают, это как вы зарабатывали в Коста-Рике, если у вас не было разрешения на работу, и где вы взяли денег на переезд. Американцы, например, вообще очень интересно задают этот вопрос. Что вы делали, чтобы жить? И в сегодняшнем видео я хочу рассказать о том, на какие средства мы переехали в Коста-Рику и на что мы там жили. Начать мне придется издалека, а именно с 2014 года. Тогда моя мама потеряла работу, и мы решили попробовать зарабатывать удаленно. После парочки неудачных проектов появилась идея построить бизнес на продажах товаров из Китая. Нашим первым товаром был монопод, или как его еще называют, селфи-палка. Тогда он только появился на рынке. Мы сделали продающий сайт, создали группу ВКонтакте и заказали партию моноподов в Китае. Покупали мы их по 100 рублей, а продавали сначала по 1200, потом по 1000, потом по 800. Ну, в общем, это был так называемый товар-вау, который быстро падал в цене. Но, несмотря на это, мы все-таки успели заработать начальный капитал на открытие собственного бизнеса еще до того, как в России начался экономический кризис. Если вы помните, рубль тогда резко упал в связи с понижением цен на нефть. Искать и продавать товары вау было, конечно, заманчиво и выгодно, но нам хотелось чего-то более стабильного и предсказуемого. Поэтому мы решили заняться розничной торговлей товарами для женщин, бижутерией, ювелирными украшениями, сумками и другими аксессуарами. Эта ниша для нас была простая и понятна, мы же девочки. Кроме того, хоть товар и мелкий, но высокомаржинальный, прибыль с него большая, от 300 до 1000%. Первую партию мы успели закупить еще до падения рубля и торговали в социальных сетях только в своем городе. В 2015 году мы уже официально зарегистрировали бизнес, потом сами сделали интернет-магазин на готовой платформе OpenCart и расширились. То есть торговали уже по всей стране, осуществляя доставку Почтой России в любой город. Ассортимент товара у нас значительно увеличился. Мы немного покупали в России, но в основном в Китае, в стране, в которой можно купить и произвести все, что захочешь. Мы заключили договоры о поставках с ювелирными фабриками, с трейдинговыми компаниями, которые продавали сумки и бижутерию. Нашли людей, которые занимались растаможкой и оформлением доставки оптовых партий в Россию из Китая прямо до Екатеринбурга. И, несмотря на кризис, продавали красоту для милых дам. За год активной работы нам удалось заработать достаточно денег не только на жизнь, но и на переезд в Коста-Рику. К моменту отъезда мы решили продать большую часть товара, чтобы выручить больше денег на первое время для жизни в новой стране. Поскольку лететь нам предстояло через Москву, мы нашли московскую компанию, с которой договорились о том, что они купят у нас приличную партию товара. Они сказали: везите, мы возьмем. И мы отправили коробки с сумками и бижутерией в Москву транспортной компании за неделю до нашего отлета, а сами поехали следом на поезде. Мы благополучно добрались до столицы, расположились в отеле, забрали товар в транспортной компании и позвонили покупателю. А на другом конце провода услышали: уже не надо, сделка отменяется. Представляете, сидим мы такие ошарашенные, смотрим друг на друга. Перед нами 4 огромные коробки с товаром, а через 3 дня вылетать в Коста-Рику. А еще надо успеть погулять по Красной площади и посетить достопримечательности столицы напоследок. Короче говоря, рассиживать было некогда, нужно было действовать быстро. Сначала мы предложили товар в местные соцсети, не надо. Потом поехали на рынки, там продавцы кое-что взяли у нас для реализации. А потом мы даже хотели постоять с нелегальными продавцами в метро, но они категорически запретили нам создавать им конкуренцию. В общем, в результате сумки у нас с удовольствием разобрали работницы отеля, в котором мы жили, за что им большое спасибо. А на бижутерию мы нашли оптового покупателя через Авито. Получается, что за 2 дня мы распродали весь товар по цене чуть выше себестоимости и были очень рады тому, что его вообще не пришлось выбрасывать. С нами осталась только самая красивая бижутерия и ювелирные украшения, которые жалко было отдавать за бесценок, и поэтому они поехали вместе с нами в Коста-Рику. Остальная часть товара от интернет-магазина осталась у наших друзей из Екатеринбурга.
И мы настроили бизнес таким образом, чтобы у нас была возможность зарабатывать удаленно. То есть мы в Коста-Рике дистанционно через сайт и социальные сети ищем покупателей, а наши друзья осуществляют доставку. Первые 2 месяца после приезда в Коста-Рику мы так и работали, пока не столкнулись с новой проблемой. У нас заморозили основную российскую банковскую карточку, якобы для проверки, наверное, за необычные транзакции с другой страны. И какое-то время мы больше вообще не могли получать деньги из России. Нам пришлось искать другой способ заработка, чтобы жить в Коста-Рике. Но об этом в одном из следующих видео. К дистанционным продажам мы вернулись снова примерно через 4 месяца, но с российскими банками уже, конечно, не связывались. Когда товар закончился, благодаря нашим знакомым поставщикам в Китае, мы успешно настроили дропшиппинг и получали неплохой процент с продаж. Но кроме торговли реальными товарами, мы еще продавали курсы, занимались переводами, копирайтингом, пробовали даже программировать. И вот из всей этой деятельности складывался наш доход в Коста-Рике, на который мы и жили. В общем, если ты не крутой программист, но хочешь работать удаленно, причем на России, то тебе придется немало потрудиться, потому что жизнь в другой стране может быть гораздо дороже. А на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Пура вида!